Сейчас мы находимся возле флагманского магазина Apple. Наткнулись на съемки рождественского или новогоднего шоу. Это самый большой вокзал в мире по количеству платформ. Сколько белок! Для меня это первый снег в этом году. Всем привет! С вами канал Ян Буян. В прошлом выпуске мы с вами успели посетить Empire State Building, после чего полиция Нью-Йорка закрыла меня в отеле на 14 дней. И наконец-то наступила свобода, и сейчас мы с вами находимся в центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер. Нью-Йорк называют столицей мира неспроста. Сюда может приехать кто угодно и откуда угодно, и тем не менее стать истинным нью-йоркцем. Если бы индейцы только знали, каким сейчас будет Манхэттен, то наверняка попросили бы что-то большее, чем просто мешок бус и рыболовных крючков. Ну что, поехали! Таймс-сквер называют перекрестком мира, и он ежедневно пропускает через себя более 300 тысяч человек, 115 тысяч водителей и пассажиров, и работает здесь 170 тысяч человек. И это одна из самых узнаваемых улиц мира. Но таким Таймс-сквер был не всегда. В 60-х, 70-х и 80-х годах 20 века здесь располагались порнотеатры, эротические шоу, массажные салоны и магазины для взрослых. В общем, индустрия разврата захватила Таймс-сквер, из-за чего его называли самым худшим кварталом в городе. Сейчас же это место притяжения всех туристов, особенно для встречи Нового года, когда здесь устанавливают хрустальный шар, и каждый год 31 декабря в 23:59 шар начинает спускаться по 23-метровому флагштоку. И момент, когда шар достигает нижней точки, символизирует наступление Нового года. Единственная улица, которая нарушает перпендикулярную планировку Манхэттена, это Бродвей. Эта старейшая улица, как бы изгибаясь, проходит через весь остров. Всемирную известность Бродвею, конечно же, принесли театральные постановки, шоу и мюзиклы, которые проходят здесь по сей день. Но не сейчас. Сейчас все закрыто, все шоу отменены, и когда они возобновятся, никто не знает. Позади меня одна из самых известных площадей Манхэттена – это Columbus Circle. В центре ее на 21-метровой колонне находится памятник Колумбу с изображениями судов великого мореплавателя. Монумент был установлен в 1892 году в рамках 400-летия открытия Америки, и эта площадь служит нулевым километром для Нью-Йорка. А еще эта площадь находится на углу Центрального парка, и именно туда мы сейчас направляемся. Центральный парк – это один из самых известных парков в мире. Первоначально парк должен был быть расположен в другом месте, но городской совет признал участок слишком малым для Нью-Йорка и предложил другой, прямоугольной формы, в 5 раз больше, между 6-й и 8-й авеню. В то время стоимость этой земли была намного ниже, так как сложный рельеф местности со скалистыми выступами был мало пригоден для строительства и хозяйственного использования. Кто же знал, что через какое-то время эта земля будет оцениваться совершенно иначе, а недвижимость с видом на Централ Парк будет одной из самых дорогостоящих в Нью-Йорке. Мы сейчас находимся возле катка, который находится в Центральном парке. И чтобы покататься, нужно отстоять просто огромную очередь. Кажется, мы не пойдем кататься на коньках, а пойдем просто гулять.
Несмотря на то, что парк выглядит очень натуральным, все ландшафты созданы вручную. А раньше здесь находились топкие болота, чахлый кустарник, валуны и обломки скал. Строительство шло в течение 15 лет, и к концу строительства в 1873 году здесь было высажено более 4 миллионов деревьев, кустарников и других растений, представляющих примерно 1500 видов. Глядя на зеленую траву и на зеленые деревья, даже не скажешь, что уже наступила зима. А сейчас на дворе 13 декабря. Раньше все вот это пространство использовали для пикников, каких-то мероприятий спортивных и просто для приятного времяпрепровождения. Когда только началась пандемия, здесь начали чертить такие белые круги, чтобы люди соблюдали дистанцию. Ну а сейчас это место вообще просто огородили сеткой, и туда зайти нельзя. Возможно, вы удивитесь, но Центральный парк не самый большой парк в Нью-Йорке и даже не входит в пятерку самых крупных. Самый большой парк находится в Бронксе, и его площадь 1122 гектара, когда Центральный парк занимает площадь всего в 341 гектар. Но это не мешает ему оставаться одним из самых посещаемых и любимых парков, как местными жителями, так и туристами. My friends go, it was simple. When the ends low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard day and night, yeah. Сейчас мы находимся возле флагманского магазина Apple, и чтобы зайти внутрь, нужно отстоять очередь. Я не знаю, как сейчас, но во время жесткого карантина, чтобы зайти внутрь, нужно было заранее записаться. А сейчас, видимо, это правило отменили, и нужно просто чуть-чуть подождать. Это не первый магазин, который открыла компания Apple, но именно его Стив Джобс считал воплощением духа компании. Он не хотел, чтобы появились аналоги стеклянного магазина, и поэтому Стив Джобс запатентовал дизайн куба, чтобы больше никто не мог его повторить. Их флагманский салон существовал в единственном экземпляре. Сам магазин находится под землей, но сквозь стеклянные люки можно спокойно наблюдать, как на свет появляются новые счастливые обладатели яблок. Характерная черта Нью-Йорка – это трубы с паром. Система парового отопления берет свое начало еще в 19 веке. Излишки пара нужно выбрасывать в атмосферу, чтобы избежать аварий. Но почему же Нью-Йорк не перейдет на более привычные нам методы отопления? Это самая большая паровая система в мире, и чтобы перейти на привычное нам водяное отопление, понадобится перекопать весь город и сменить километры труб, потратить миллионы долларов. И даже Нью-Йорк не готов на это пойти.
находимся возле Рокфеллеровского центра. И это не одно здание, как можно было бы подумать. Центр состоит из 19 зданий. И можно сказать, что это город в городе. Зимой здесь можно покататься на коньках, в рождественские праздники посмотреть шоу магазина Сакс, а также полюбоваться главной елкой страны. В этом году ель весит 13 тонн, а звезда, которая состоит из кристаллов Сваровски, 407 килограмм. И чтобы сейчас пройти к елке, даже не к елке, просто на максимально близкое расстояние к ней подойти, люди стоят в огромной очереди. Очередь к елке начинается отсюда. Сейчас я не знаю, удастся мне показать, где она заканчивается. Когда мы были вот где-то вот там вот. Далеко, вот, наверное, вот в этой точке. И все сейчас стоят и ждут, когда их пустят. Мы сейчас гуляли по Таймс-сквер и наткнулись на съемки, я не знаю, рождественского или новогоднего шоу. И на лестнице сейчас изображены героические профессии этого года. Врач, пожарный, курьер, строитель, почтальон. А самое смешное, что в середине самый дефицитный и востребованный продукт этого года – туалетная бумага. Смотрите, как они ее неэкономно используют. Первые часы в Нью-Йорке, прогулка по ночному городу, а затем возвращение в гостиницу навсегда сохранятся в памяти, словно какое-то событие. Наступил новый день, и как вы видите, я очень сильно утеплилась. Представляете, какая изменчивая погода. Вчера было 15 градусов тепла, были люди, которые ходили в футболках, а сейчас я купила самую теплую куртку и надеюсь, что в ней я не замерзну. Солнышко! Как приятно, когда светит солнышко. Мы находимся с вами возле одной из самых крупнейших библиотек мира – Нью-Йоркская публичная библиотека. Это некоммерческая организация, поэтому войти сюда может каждый. Но, к сожалению, сейчас библиотека временно закрыта, и нет возможности вам ее показать. На самом деле я очень расстроилась, потому что внутри она великолепна. И если вы будете в Нью-Йорке, обязательно выделите время и посетите ее. И даже на львах надеты маски, намекая, что библиотека закрыта. Нью-Йоркская публичная библиотека – одно из излюбленных мест в кинематографе. Персонажи «Завтрака у Тиффани» выясняли отношения в читательном зале. Здесь снимали сцены фильма «Послезавтра», где главные герои спасаются от смертельного мороза и жгут книги, чтобы согреться. Охотникам за привидениями удалось пленить здесь призрака-библиотекаря, работавшего в главном книгохранилище Нью-Йорка. А главный герой «Машины времени», отправившись в будущее, посещал публичную библиотеку в Нью-Йорке, чтобы узнать, можно ли изменить прошлое. Именно здесь должна была состояться свадьба Кэрри Брэдшоу и мистера Бига. И после того, как он не приехал на свадьбу, она сбегала именно по этим лестницам. Перед нами находится Chrysler Building.
Это здание, несомненно, является одним из символов и одним из самых узнаваемых зданий Нью-Йорка. Это офисное здание, и туристам попасть в него невозможно, разве если в рабочее время попробовать проскочить в лобби. Мы дошли до самого старого и известного вокзала в Нью-Йорке – Grand Central Terminal. Это самый большой вокзал в мире по количеству платформ. Их здесь 44, а количество путей 67. Ежедневно через него проходит 750 тысяч человек, и часть из них приходит сюда, чтобы насладиться архитектурой, пообедать в ресторанах или устроить шопинг. Первое здание вокзала появилось на этом месте в 1871 году. Это была обычная железнодорожная станция, где сходились три ветки, и в то время вокзал назывался Grand Central Depot. Потом была реконструкция в 1898 году, а в 1902 году здесь столкнулось два паровоза, в результате чего погибло более 10 человек. Власти запретили движение паровозов на всей территории Манхэттена, и единственным выходом было заменить паровозы на электропоезда. Но старое депо для этого уже не подходило, поэтому вокзал снесли и построили новый в стиле базар. Так, в 1913 году появился вокзал, который мы уже знаем под именем Grand Central Terminal. На центральном вокзале находится место, которое называется «Шепчущая галерея». Говорят, что если два человека встанут в разных концах галереи, и один из них будет разговаривать шепотом, то другой человек без проблем его услышит. Мы попытаемся сейчас найти это место и провести свой эксперимент. Где-то здесь находится шепчущая галерея. 4 арки. Это шепчущая галерея, мне кажется, только чисто из-за эха создает такой эффект, что в разных углах, если люди стоят, они слышат друг друга. Давай проверим. Мы сейчас провели эксперимент, стали в разных углах вот этой шепчущей галереи. И действительно, когда говоришь спокойным голосом, из-за эха, которое здесь создается, мы легко друг друга слышали. Так что секретики здесь рассказывать нельзя. Услышит может каждый. Находится шепчущая галерея возле ресторана «Остер Бар». И арки выглядят вот таким вот образом. Первая, вторая, третья, и позади меня 4-я. И я стояла только что вот в этом углу, а мой оппонент стоял вот в этом углу. И между ними примерно 15 метров. Прям внутри вокзала находится огромнейший рынок продуктов. Проблема больших городов Соединенных Штатов – это бездомные. По последним данным, в США проживает 553 тысячи бездомных. Говорят, что многие бездомные в Нью-Йорке сами сделали этот выбор, что таким образом они выступают против системы. Но это не совсем так. В 1992 году в Нью-Йорке стартовала программа «Жилье в первую очередь». И исследователям проблемы бездомности в США сразу стало понятно, что в целом люди, живущие на улице, мечтают о жилье. Да, они часто отвергают приюты, потому что они переполнены и небезопасны, но не жилье в целом. И между прочим, значительная часть бездомных имеет работу, но они все равно не могут позволить себе платить за жилье. Кстати, магазины списанную или просроченную еду не отдают бездомным, потому что если бездомный отравится, он может тебя засудить за это и получить миллионы долларов. Сегодня обещают плохую погоду, даже не плохую погоду, а прям снежный буран. И автобусы на задние колеса уже одели цепи, я так понимаю, на всякий случай.
Вот такие вот пешеходные галереи являются неотъемлемой частью Нью-Йорка. В городе постоянно что-то строится или ремонтируется. И если вдруг пострадает пешеход, то ответственность будет нести владелец здания. Поэтому даже после завершения строительных или ремонтных работ галереи не убирают. Рассказываю, как обстоят дела в Нью-Йорке с масками. Маски все носят в 99% случаях. Но если ты ее снял, никто к тебе не подойдет и не сделает замечания, включая полицию. Поэтому нью-йоркцы, по ним видно, что они делают это осознанно. И они не носят маску в карманах, они не носят ее на подбородке. Они всегда закрывают нос. Мы также ходим всегда в масках, исключение только тогда, когда мы снимаем что-то на камеру. В любом магазине при входе висит объявление, что вход возможен только при наличии маски. И если честно, я не знаю, если ты без маски, будут ли тебя обслуживать, потому что мы это правило ни разу не нарушали. Сколько белок! Извини, ну вот видишь, ну нет ничего, ну извините меня, пожалуйста. Сейчас мы находимся в парке Вашингтон-сквер. И именно отсюда берет свое начало одна из самых известных улиц города – 5-я авеню. А еще это один из самых любимых парков у туристов и местных жителей. Но до того, как здесь появился парк, тут было, как вы думаете, что? Кладбище. И здесь хоронили бедняков и погибших во время эпидемии желтой лихорадки. Считается, что до сих пор около 20 тысяч тел покоятся под парком. Наверное, я в это не верю, но кто знает? В 1889 году, в честь столетия со дня инаугурации первого президента США Джорджа Вашингтона, в парке возвели мемориальную арку из дерева и гипса. И получилась она настолько удачной, что в 1892 году арку выстроили уже из мрамора. За основу взяли триумфальную арку в Париже, но нью-йоркская получилась на 27 метров ниже. Начинают падать первые снежинки. Может быть, все-таки действительно будет снежный буран. Мы сейчас пришли к Нью-Йоркской публичной библиотеке. И здесь тоже организован каток. Сейчас мы на него посмотрим. Блин, как прикольно. Это место называется Брайант-парк. Первоначально здесь также было кладбище для бедняков. И после того, как кладбище перенесли, началось строительство парка, который назывался Резервуар-сквер. В 1853 году в парке проводилась выставка, в которой построили кристальный дворец, состоящий из железа и стекла. Но через какое-то время дворец горел, а парк переименовали в честь поэта и журналиста Уильяма Брайанта. Рядом начали строить уже известную нам публичную библиотеку, и несколько десятилетий парк радовал местных жителей. До тех пор, пока в 70-х годах прошлого века его не облюбовали бездомные, наркоторговцы, проститутки и другие криминальные личности. Парк даже получил в народе прозвище «Игла», и никакие полицейские рейды не могли исправить ситуацию, пока в 1980 году богатые горожане не взяли дело в свои руки. Они за свои деньги наняли охранников, очистили парк от граффити, восстановили растения и починили дорожки. И так, постепенно в течение 7 лет парк вновь стал пользоваться популярностью у местных жителей, а преступность снизилась на 90%.
Сейчас это один из самых ярких и любимых парков на Манхэттене. Летом здесь можно поиграть в настольный теннис, шахматы, посетить музыкальный фестиваль, посмотреть кино, а также взять книгу в читальном зале под открытым небом, чтобы спокойно почитать на скамейке. И все это совершенно бесплатно. А сейчас зимой здесь организовали бесплатный каток. И если у вас есть свои коньки, то нужно забронировать время и добро пожаловать. А если коньков нет, то их можно взять на прокат, который, если честно, стоит недешево. От $21 до 36, в зависимости от дня недели. Для любителей вина прекрасные елочные украшения. Ну, дорого они стоят на самом деле. От 9 до $14. Но прикольные. Вот эти вот елочные игрушки в виде тортиков, всяких печений, бисквитов, я не знаю, маффинов, они прям мягкие, как будто настоящие. Смотрите, какие перчатки интересные нашли. Если вы хотите в мороз идти и пить что-нибудь, например, Кока-Колу, ее, вот так вот, сюда ставите и спокойно идете. Вам не холодно, руки не мерзнут. Как я говорила ранее, все театральные постановки в Нью-Йорке сейчас отменены. И это хорошо видно по вывескам. Например, сейчас мы находимся возле театра Вудзон. И премьера спектакля должна была быть 13 марта. Но ее не было. Но если честно, вот на этот спектакль я бы сходила с удовольствием, потому что в нем играет Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик. Ну что ж, прогноз обещал снежный буран. И вот он. Для меня это первый снег в этом году.